Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как правильно готовить краску. Казалось бы, что это банальная тема, но на самом деле здесь есть ряд нюансов, про которые я вам сейчас расскажу. Первое, в чем вы должны убедиться перед тем, как брать банку в работу, это убедиться в том, что на ней есть специальная пломба, которая говорит о том, что до вас эту банку никто не вскрывал, туда ничего не добавили, и эта банка в том виде, как она пришла от поставщика. Теперь нам нужно банку открыть и ее перемешать. Максим, мне нужна твоя помощь. Заходи. Вот так выглядит краска после вскрытия, и на самом деле вас абсолютно не должно волновать, как она выглядит сейчас, важно, как она выглядит после перемешивания. И любая краска во время транспортировки и хранения, она всегда расслоится. То есть на дно осядут более тяжелые частицы, а наверх всплывет растворитель. И наша задача, как я уже сказал, ее сейчас тщательно перемешать, и стоит вопрос, как ее мешать. И у нас есть вариант перемешать ее либо вручную, либо с помощью автоматической мешалки. Мы вам сейчас расскажем про два способа. Начнем с автоматического перемешивания. И у нас есть такие две мешалки. Вот эта мешалка, скорее всего, которая есть на вашем производстве, а вот эта мешалка, которую рекомендуем использовать мы. Почему? Вот эта мешалка, она в основном предназначена для сухих смесей, для цемента и так далее. Максимум, что она может сделать, это по кругу разогнать краску в ведре. Но она не перемешает и не поднимет тяжелые частицы, про которые я говорил, наверх, и не утопит вниз растворитель. Вот такая мешалка заставляет краску двигаться не только по кругу, но еще и сверху вниз. Тем самым мы получаем максимально однородную смесь очень быстро и эффективно. Наша задача, чтобы краска была однородной перед нанесением. Такую мешалку вы можете сделать сами. Чертеж мы приложим в описании к данному видео. Ничего сложного нет. Хотите, можете купить эту мешалку у нас. Мы их делаем из нержавейки. Да, если у вас нет пневматической мешалки, вы можете использовать традиционные способы перемешивания. Это взять обыкновенную палку и перемешать банку. Эффект будет примерно тот же самый, только это дольше и сложнее. И самое главное, пожалуйста, не берите круглые палки. Например, черенок от лопаты или ветку от дерева. Этой палкой вы максимум что сделаете, это просто поводите ей внутри банки, и никакого эффекта перемешивания не будет. Потому что нужна такая специальная мешалка из специального дерева, которое растет только во дворе компании Ланквицер. На самом деле, самое главное, чтобы палка была плоская, потому что с помощью вот этой поверхности мы, собственно, и будем осуществлять процесс перемешивания. Максим, подключаем нашу автоматическую мешалку к пневматической дрели и поехали. И по сути мешаем мы до тех пор, пока мы не убедимся, что на дне банки осадка не осталась. Сделать это можно с помощью обыкновенной палки-мешалки. Вот смотрите, мы перемешали, у нас видно, что на дне еще находится много твердых частиц. Значит, что? Мешаем дальше. Вот видите, теперь осадка не осталась. Если мы с вами плохо перемешали краску, то какие проблемы могут появиться? Очень часто бывает так, что банку открыли, еле-еле ее как-то помешали, сверху зачерпнули. По сути, вы зачерпнули что? Вы зачерпнули растворитель. Сама краска осталась на дне. Да, и начинаете красить растворителем и говорите, что что-то там не работает. Еще страшнее, если вы работаете с двухкомпонентной краской и пытаетесь добавить в этот растворитель отвердитель и получить какую-то рабочую систему. Так не бывает. То есть прежде чем настраивать вязкость, прежде чем брать краску в работу, нужно убедиться, что она максимально однородна в банке. Если вы работаете с однокомпонентным продуктом, то по сути единственное, что вам осталось сделать, это добавить растворитель для того, чтобы настроить вязкость. А если вы работаете с двухкомпонентным продуктом, то необходимо добавить отвердитель в правильной пропорции для того, чтобы приготовить рабочую смесь. Для приготовления смеси нам необходимы весы, нам необходима тара, в которой мы будем готовить краску, и не забудьте вычесть вес тары.
Итак, у нас получилось 555 грамм компонента А, и для того, чтобы нам рассчитать, сколько нужно добавить компонента Б, то есть отвердителя, нам необходимо обратиться к техническому паспорту продукта. Там мы ищем строчку соотношения смеси по весу. Краска может смешиваться по весу, может смешиваться по объему. Мы сейчас ее готовим по весу. Мы видим, что в техническом паспорте у нас написано 7 к 1. Теперь мы с вами берем калькулятор, вводим количество грамм компонента А, который у нас получилось, который мы взвесили, и делим на соотношение смеси. В данном случае у этого продукта у нас 7 к 1, поэтому мы делим на 7. И получаем 79 грамм отвердителя необходимо добавить сюда для того, чтобы получить готовую смесь. Добавляем отвердитель. И теперь мы с вами перемешиваем готовую смесь. При приготовлении двухкомпонентной смеси очень важно выдерживать точное соотношение компонента А и компонента Б. Если вы готовите смесь на глаз, то вы получите неработающую краску. Об этом я рассказывал в предыдущих роликах. Поэтому настоятельно просим вас обязательно пользоваться либо весами, либо мерными стаканчиками, либо мерными линейками, если вы смешиваете краску по объему. Теперь нам необходимо настроить рабочую вязкость продукта. Для этого нам надо добавить растворитель. Вязкость будет разная для различных методов нанесения. Нормальный производитель в техническом паспорте указывает, какая вязкость для пневматического нанесения, какая вязкость для безвоздушного нанесения. Нам необходимо добавить примерно 20% растворителя для того, чтобы получить ту вязкость, которую мы хотим. Мы готовим с вами продукты Evacor 130 под пневматическое нанесение. Вязкость должна получиться примерно 25-30 секунд. Вязкость мы измеряем с помощью специального инструмента, который называется вискозиметр. Вязкость измеряется в секундах, и нам будет необходим секундомер. После того, как мы полностью утопили вискозиметр, и мы его достаем из краски, мы запускаем секундомер. Давай, Максим, 1, 2, 3. Секундомер мы выключаем тогда, когда мы видим, что струя прервалась. То есть даже какой-то надрыв в струе означает, что нам необходимо остановить секундомер. Вот вязкость мы видим, что у нас получилось примерно 28 секунд. Она идеальна для того, чтобы этот продукт наносить пневматическим методом. Наша смесь готова к нанесению. При использовании вискозиметра вам необходимо обратить внимание на следующие моменты. Первое – это каким вискозиметром вы пользуетесь. Бывает вискозиметр с соплом 4 мм, бывает вискозиметр с соплом 6 мм. А второе, что вискозиметр должен быть относительно новым. Почему? Потому что когда его моют железной щеточкой, то сопло вот это растачивают с 4 мм до 5 мм очень быстро. Третье, обязательно мойте вискозиметр, потому что если в его дырочке нарастет краска, то результаты этого измерения сильно исказятся. Ребят, ну по сути это все, что я хотел вам рассказать про то, как нужно готовить краску. Первое, ее нужно тщательно перемешать. Второе, нужно хорошо приготовить смесь по точным параметрам. И третье, нужно правильно измерять вязкость. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы для вас снимем еще много-много интересных видео. Пока!